Всем привет, это опять я. За моей спиной устье реки Лютога и то место, где Лютога впадает в Анивский залив, то есть уже фактически в Охотское море. Он только-только взошло солнце, вон видно, как сидят чаечки, цапли, лодочка какая-то снует, вот стоят корабли на рейде. А я имею планы выйти в море за Камбалой, посмотреть, чем это дело кончится. Как по мне, так рановато, холодно еще, ну, для меня, как для рыбака. Для Камбалы это нормально. Это мне сейчас несколько часов сидеть в этой холодрыге и ловить. Но все равно очень хочется жареной камбалы, поэтому я решился. На редкость повезло с погодой. Штиль полнейший. Вода как зеркало. Выглядит просто великолепно. Редко когда увидишь вот море в таком состоянии. Моя снасть на камбалу очень проста. Грузила, отвод, крючок. То есть больше ничего нет. Даже еще элементарнее, чем самая элементарная донка. Палка под мультипликатор, то есть имеется в виду вот с курком. Мультипликаторная катушка, плетенка. Глубина небольшая, примерно метров 8, наверное. Вот опускаем на дно и так неторопливо иногда покачиваем, либо слегка поддергиваем. О, что там, да, кто-то колупает, кто-то. О. Все, зажрал. Камбалёшка. Ну, не крупная, конечно, но для начала сезона нормально. Она, конечно, хоть и в целом сама не крупная, но для этого вида это вот как бы почти стандартный размер. Я такую уже беру. Она очень вкусная, жареная. А вот для того, чтобы вялить, хотелось бы чего-нибудь покрупнее. Опа. О, царапается. Зараза, видимо, не крупная. Наживку телепает. О, опять. Давай. Опять. Просто ее треплет за краешек. А проглотить, видимо, из-за размера не может. Ну, значит, маленькая. Была бы большая, хорошая, сразу бы съела. Вот она. Присосалась. Ну, какое одеялко уже. Такая вот камбала уже ближе к стандартному размеру. Такую и таскать приятней. Насколько я помню, называется камбала сахалинская. Сахалинская лиманда, что ли, или просто сахалинская камбала. Для нее предельный размер, ну, где-то чуть больше килограмма. Это, ну так, визуально грамм на 300 потянет. То есть еще есть к чему стремиться. Камбала всегда очень глубоко заглатывает, причем в кратчайшие сроки. Поэтому я стараюсь использовать крючки с длинным цевьем, чтобы было удобно вынимать. Вот она. Да, сезон определенно начинается очень ловко.
Камбала клюет почти на каждом опускании. О, вот это хороший размерчик. А, еще и подбагрилась. Ну, это бывает. Подошла теребить и подбагрилась. Вот это приятное уже. Это весом уже в сторону полкило чуть-чуть потянуло. Вот ее кто-то тут, видимо, пытался цапнуть. Такая вот камбалюшка. От наживки осталась одна шкурка. Но посмотрим. С другой стороны, как раз шкурку легче проглотить. Камбали на дне, по сути, без разницы, что есть. То ли просто шкурка, то ли шкурка с мясом, то ли остатки чешуи. Лишь бы в рот пролезала. Ну, сейчас посмотрим, кому там это в рот пролезет. О, кто-то. О, подсекли. Небольшенькая, ну тоже сойдет. Такую, наоборот, даже удобно жарить. Крупная бывает, не влезает целиком на сковородку. Вот это как раз сковородочный размер. О, вот она. Да, сидит. Ну, размерчик вроде как чуть-чуть побольше. Побольше среднего. А, это вообще не камбала. Это вообще не камбала. Давай, плыви сюда, тварь. Ой, главное не облодку. Он сейчас вот вертится, а у него с боков вот эти вот шипы. Прям, ну, при прямом касании, если просто вот потереть, он, конечно, лодку не пробьет. Но если с размаху стукнет, то пробьет. Это керчак-яок, он же бычок, местный проглот. В пищу его тут традиционно не берут. Максимум иногда порубят тут же, здесь же, с лодки на прикормку. Я бы порубил, но как-то лень. Да, большая камбала обычно просто вот одиночный удар, такой глухой, и наживка уже у рыбы в пасти. А маленькая долго теребит, не решается, со всех углов подходит. Вот камбалка уже более-менее размером. Ой, брызгается. Я уже перешел с селедки на мясо камбалы. То есть селедка у меня всегда служит только для начала, пока не наловлю естественные наживки. Вот камбала сама на себя очень неплохо клюет. Ух ты! Вот сейчас даже не ожидал. Клюнула подбросом вверх. Так у нас клюет зимой со льда зубарь. Ну и размер чуть-чуть уже. Хотя не, показалось, вода увеличивает. Размер опять-таки же стандарт. Ну, даже может чуть-чуть меньше стандарта. И так или иначе в моих видео про камбалу нет-нет, да и появятся люди с Черного моря, которые начинают мне говорить: Борис, у вас типа не камбала, типа у вас глось, настоящая камбала, она типа большая. Ну, это они, наверное, имеют в виду калкана. Ребят, вот у вас на Черном море я, пожалуй, вас послушаю. А у себя на Охотском море я вас не буду слушать. Черноморский опыт здесь полный ноль.
не влияет ни на что. Своя рыба, свои условия, все свое. Да и когда звоню друзьям на побережье Черного моря спросить про камбалу, ну и выясняется, что этой иглоси почти нет в количестве в нормальном, а калкан так вообще огромная редкость. Поэтому такие комментарии считаю вообще неуместными. Но вот так всегда. Стоит убрать камеру, происходит что-нибудь интересное. Я сначала думал, какая-то маленькая камбалёшка царапает, а потом тащу, ну чувствую, да, какая-то маленькая камбалка. Только почему-то почти не сопротивляется. А это четырехугольный волосатый краб. В отличие от тех крабов, которых я ловлю со льда, у них по 8 лап, то есть 6 ходильных и 2 хватательных клешни, то у этого 10. То есть у него 8 ходильных, можете сами посчитать, 2 хватательных. В отличие от вот колючего краба, который я ловлю, вот этот вот настоящий краб, а не крабоид. Вылов такого волосатика запрещен. Это называется четырехугольный волосатый краб, повторюсь. Вылов его запрещен, но даже вылов выловом, он маленький. В нем еды нету. И я еще удивился, как я его поймал. Я до этого никогда его не ловил на удочку. Допустим, камчатского на удочку ловил. Колючего на удочку ловил. Они медленные, а этот быстрый. Вот я сейчас продемонстрирую. Ну-ка, давай, поползай. Вот, он чрезвычайно на беготне. Постоянно. Он всегда двигается, шелудится, прям копошится, копается. Он прям вот, он у мамы бегун. Поэтому я еще удивился, как вот такой бегун соблазнился наживкой. Давай, опа, пошел пузыри пускать, и все, лапы растопырил, поплыл. Вот уже попалась камбалёшка чуть больше средней. За сегодня у меня она всего лишь 2. Ну, не знаю, может, еще слишком рано. Крупняк не подтянулся, не знаю. Либо я так неудачно встал. Но, тем не менее, клюет и уже радостно. Сижу уже 3-й час. Вот, вышел в 8 утра. Поклевки такие еле-еле ни о чем. Хотя вот что интересно, эхолот рисует рыбу прям под лодкой. Причем стаями. Допускаю, что это зубарь или селедка. То есть та рыба, за которой я не пришел. Не знаю, что там на дне у камбалы случилось, но клюет отвратительно. В эхолот камбалу почти никогда не показывает. Она как бы у дна тусует. И эхолот ее обычно не различает. Так же, как, собственно, и крабов. Разве что, наверное, какой-то очень крутой эхолот. У меня такого нет. Поклевки уже теперь слабые. Такие эпизодические. Ну, скажу так, за неполные 3 часа я уже наловил рыбы столько, что мне уже впору и домой ехать. Что я, скорее всего, и сделаю. Волнишка с каждой минутой все неприятней. Уже в рыбалке пропал комфорт. Как вы видите, я уже дома. Я уже жарю камбалу. Я взял самую крупную, разделал ее. Получилось, разумеется, 4 куска филе. Слегка присыпал солью, перчиком, запанировал в муке. И вот сейчас обжариваю. Вот это уже в сотейнике приготовился почти рис. Я сейчас его отставлю в сторону и покажу, какой я очень полюбляю готовить соус под эти дела. Соус этот называется карри. И это не классический индийский карри. Это очень похоже на него по запаху, но все-таки его японский вариант. Вот это у меня 2 разных производителя. Вот этот House Foods называется, вот это S&B. Общее в них только то, что они, в принципе, очень близки по вкусу. Они у нас продаются на Сахалине свободно в супермаркетах, на рыбном рынке есть. И у них у всех общая черта. У них есть градация остроты. Вот это, видите, есть градация, и из 6 пунктов это 3-й. Вот это вот из 6 пунктов это 4-й. Вот это вот из 6 пунктов это 5-й по остроте. То есть, вот сейчас можно просто взять и выбрать то, что мне нужно. Ну вот, допустим, возьмем 4-й по остроте. Ну, с ним чуть-чуть попозже. Сначала подготовительная часть.
2 зубчика чеснока в кастрюльку с разогретым маслом. Чеснок — это уже моя отсебятина. Японцы так не делают. А меня этому блюду научил японец. Приезжал на рыбалку, на охоту сюда. Вада Джуничи его звали, царство ему небесное. Учил меня немножечко японской кухни. А я как мог учил его русской. Потом чуть-чуть картошки. Грубо так порезанная морковка. Как попало. Так-то японцы обычно в это карри добавляют мясо, но если это карри является подливкой к овощному блюду, я считаю неуместным добавлять мясо. Теперь все это дело нужно обжарить до полуготовности. Вот я вскрыл упаковку с карри. В ней внутри 2 вот таких, ну скажем так, контейнера, назовем так. Нам так много не надо. Я, кстати, вспомнил, его мне прислал мой друг с Кореи. Ренат, привет. Твою карри ем. Очень вкусно. Вскрываем упаковочку. Если индийская карри — это порошок, то японская карри — это всегда... Как, знаете, как шоколадка. Как шоколадка, отлитая в форму. Вот такая вот штука. Вот. Ой, запах карри характерный такой. Но в отличие от индийского, он, как по мне, так мягче. Так. Овощи уже до полуготовности дошли. Горячей воды туда. Вот на такой объем овощей и воды вполне достаточно половины вот этой вот мисочки. Чтобы эти куски распустились в кипятке качественно, нужно первое время, но это около 2-3 минут, непрерывно помешивать. После того, как закипит, вот при мне Вада-сан все это томил, бывало, до получаса. Я обычно справляюсь быстрее, то есть я считаю, что и 10 минут вполне достаточно. Поэтому распустилась карри, прокипела минут 5-10, да и можно уже на стол нести. Главное, чтобы все ингредиенты уже были готовы, то есть картошка, морковка, лук. А им много не надо. Но вот если вы добавляете мясо, то, конечно же, все это нужно доводить до готовности мяса. Вот когда был в Японии, всегда заказывал там райс-карри в тех случаях, когда видел, что заведение уже либо скоро закрывается, и тебя уже там не очень хотят обслуживать, либо заведение только открылось, и ты не хочешь никого особенно беспокоить. И они бывают так вот, ну, там, я часто бывал в таких кафешечках, где просто вот одна бабушка готовит. И вот эта бабушка так тебя встретила, ну так, немножечко напряженно. И ты говоришь ей райс-карри, а она сразу расслабляется, сразу все хорошо. И довольно быстро приносит тебе это блюдо. Потому что ну, это все равно, что как у нас в России заказать пельменей. То есть тебе пельмени сварят вообще в любой кафешке всегда. Уже такой запах карри конкретный плывет. И вот соус на глазах загустевает. Он сейчас еще немножко уварится. Он часто делается прям конкретно густой, как сметана такой. Но я густой не люблю. Я люблю все-таки, чтобы был жидкий. Соус, если вот он с мясом, он очень хорошо гармонирует со спагетти. То есть отвариваете спагетти, делаете вот соус карри с мясом, добавляете в спагетти, очень вкусно. Вот как по мне, так это идеальная консистенция. То есть такой все же ближе к жидкому. Но многие любят прям густой-густой.
Рис готов, камбала готова, соус дошел до готовности. Вообще по классике его льют рядом, вот, то есть куда-то вот по центру между рисом и камбалой, допустим. Но я набабахаю сверху. И вот его можно прям не жалеть. Это не кетчуп, там, которого нужно там добавить как-то умеренно. Это хоть и соус, но это все-таки полноценная еда сама по себе. Ох, аромат карри такой стоит, что закачаешься. Так, ну-ка. Кусочек камбалы. Вот так вот обмакнуть в карри. О! Горячо и остро. То, что нужно. Тут еще у камбалы где-то внизу икра должна быть. А вот и икорка. Ух. Ну-ка. Вкуснейшая икорка, доложу я вам. Ладно, всем пока-пока. До свидания.